Я так на всякий случай включила, но это еще сейчас потом вырежу. У меня тут куча вопросов, которые я насобирала со всех студентов. I have so many questions from so many students now. Я не все их задам. Collecting all the questions. Вот, Not every question is going to be asked. What's your intention? What's the interview for? I need to understand. Какое у тебя вообще намерение? Зачем наше интервью, чтобы я понимала? Ну, мне хотелось узнать немножко историю, как Розен-метод вообще очутился в России. Okay. Вот. У студентов были немножко другие ракурсы, но я ставлю свой ракурс. Students had their own intention, but this is mine. I want to make sure that we give you what you need first. Хочу, чтобы убедиться, что мы тебе дадим то, что тебе нужно сначала. Because it's your project. Потому что это твой проект. Вот, поэтому у меня, значит, первый вопрос. Значит, в 89-м году, получается, Мэри Кей с Мэри Розен вместе приехали в Москву. Да? In 1989, you came with Marian first time to Moscow. No, I came in 1988 by myself first. Нет, сначала я в 88 году приехала сама по себе. I taught for 2 weeks in Finland. Я обучала 2 недели в Финляндии. And then I came for 1 week in Moscow and 1 week it was then Leningrad. И потом я приехала на неделю в Москву, и в то время это еще был Ленинград, и на неделю туда. And I had gotten in touch with Andrei Danilenko before I came to help set up some lecture demos. И я связалась с Андреем Даниленко еще до этого, чтобы он помог сделать несколько лекций демонстраций. And he didn't know what Rozен-метод was. И он не знал, конечно, что такое Розен-метод. So I said, why don't you contact people involved in alcoholism and drug addiction treatment, because that was also a specialization of mine, and I can do the demonstrations there. И я его попросила связаться с теми людьми, которые посещают собрания зависимых алкоголиков и наркоманов, потому что я с этим тоже работаю, и я могла бы там сделать демонстрацию. So when I was in Moscow and when I was in Leningrad, I gave lecture demonstrations in the narcology hospitals and in the independent treatment clinics. И когда я была в Москве и в Ленинграде, я давала демонстрации, лекции, демонстрации в наркологических центрах. And in Leningrad at Bekhterev Institute. Петров. Bekhterev. Институт Бехтерева. Да. В Ленинграде это Да. происходило. That one I set up. Вот это вот я устроила там. So based on Dr. Drozdov, who is the chief narcologist at Hospital 17. Доктор? Drozdov. Был такой доктор Дроздов, он был главой наркологического отделения. He saw 2 demonstrations and he invited me to come back. Он видел 2 демонстрации и пригласил меня приехать еще раз. And that's when I came with Mary. И вот тогда я уже приехала с Мэрием. So that was the first time we taught Rozen-метод as a class, and it was 2 weeks. И это был первый раз, когда мы обучали Розен-классу, и он длился 2 недели. И Мэриан тоже в тот приезд обучала, да? And Marian was also teaching. Yeah, we co-taught. Да, мы соучительствовали. The first week we co-taught together. Первую неделю мы соучительствовали вместе. And then she was on her way to Finland, so she went to Finland. И она еще ехала тогда в Финляндию. And I taught the second week by myself. И уже вторую неделю я сама учила. It was a very long intensive. Это был очень длинный интенсив. We don't have 2-week intensives anymore. That doesn't exist anymore. Больше такого нет, двухнедельных интенсивов. But that's what we did the first time. Но первый раз мы вот так сделали. И все-таки мне непонятно, почему в России, там, ни Польша, ни Венгрия, ни Чехословакия. Still Почему в I don't России? understand why was it Russia, not Poland, not Czech Republic. When I was in college, I studied Russian. В колледже я изучала русский. Russian history, Russian culture, Russian economics, Russian language. Русский язык, историю, экономику.
So that was when I was in college. And then when I was teaching Rosen, I used to teach in Stockholm. И когда дальше уже я обучала Розену, я обучала в Стокгольме. And I had a friend there who was a Rosen teacher. И там у меня был друг, Розен-учитель. And we talked about the possibility of coming to the Soviet Union. И мы говорили о возможности приехать в Советский Because it's Союз, very close to Sweden. потому что очень близко к Швеции. And she had never been in the Soviet Union and I had never been here. И она никогда не была в Советском Союзе, и я никогда здесь не была. So when I got hired to teach in Finland, И когда меня наняли обучать в Финляндии, that's very close to the Soviet Union. это уже очень близко к Советскому Союзу. So that was just the opening. Просто было такое вот открытие. I wasn't really thinking about the other countries. И я не думала на самом деле о других странах. You know, I had an interest in Russian, in the Russian world. У меня And I don't know all the reasons why. просто был интерес к России, к русскому миру. Я не знаю всех причин, почему так было. It was just in me. Просто это было во мне. Possibly because of the time that I grew up, Может быть, из-за того времени, когда я росла. where the Soviet Union and the United States had this kind of contest for world domination. Когда в то время Америка и Советский Союз соревновались за то, кто будет владеть миром. And I was very happy to see under Gorbachev that there were changes happening, and I was curious. И я была счастлива видеть те изменения, которые при Горбачеве стали происходить, и мне было это It интересно. seemed like that I was just responding to something that I can't put a concrete definition to. Выглядит так, что я откликалась на что-то, но я не могу конкретно сказать, на что именно. I had no idea Но у меня не было идеи, that I would create a Rosen school, что я буду создавать Розен-школу, and that 25 years later I would still be involved in a Rosen school. I didn't have a plan. и что через 25 лет я все еще буду вовлечена в работу с Розен-школой. Такого плана у меня не было. I was coming one time. Я приезжала однажды тогда, на один раз. Это была та Мэри Кей, у которой не было планов. So that was Meri Kei who didn't have a plan. Right, and then Dr. Drozdov asked, would you come back and teach? И потом уже, когда доктор Дроздов спросил, могу ли я вернуться и уже обучать, Okay. Если хочешь. So that's, I mean, it was very spontaneous. это было очень спонтанно. И вот ты почти все рассказала, что я там вот ближайшие 3 вопроса у You меня были. almost said everything that I had in the next 3 questions. Вот ты приезжала тогда, это еще был действительно Советский Союз, и все было совершенно по-другому. Вот как ты ощущаешь вот те изменения, которые сейчас вот за эти 25 лет произошли, ну, со страной, с людьми? When you were coming here, it was still Soviet Union, and now since 25 years, how do you feel the change of the country and the change in people that has happened since then? Со студентами, которых ты обучаешь? And the students that you are teaching? Well, students are very different because we were teaching nurses and doctors in a narcology hospital. Студенты сейчас очень другие, потому что тогда мы обучали медсестер и тех, кто работает в наркологических центрах. And that was for several years. И так несколько лет продолжалось. And no one had any previous training in psychological therapy or anything like Rozen-metod. И ни у кого не было какого-то психологического обучения или знаний в розен-методе. So what we were doing was a little bit mysterious for people. It wasn't easy for them to understand. И то, что мы тогда делали, было таким мистическим для людей. Это было непросто понять.
And then people started coming from psychological institutes and other places, and the population of students started changing. И затем начали приходить другие люди из психологических институтов, центров, и тогда люди менялись. And also after several years we started teaching in different places and not in the narcology hospital. И также через несколько лет мы уже обучали в разных местах, не только в наркологических центрах. Also the world was changing a lot. И также мир менялся очень сильно. Not just the Soviet Union. Не только Советский The Союз. internet came. Интернет появился. People got more connected. Люди стали связываться друг с другом больше. And then the World Wide Web came. И всемирная сеть. So the difference for me is that there are more possibilities for people now. Для меня разница в том, что сейчас для людей есть больше возможностей. When we first wanted to bring people to the United States to do internship, Когда мы первый раз хотели привезти людей в Америку, чтобы они там прошли интернатуру, Sergei, Sasha Donikova, it was very complicated. это было все очень сложно. It was hard to travel outside of the Soviet Union. Вне Советского Союза было очень сложно And путешествовать. now, you know, things are сейчас- open, people can do what they want. Все открыто, и люди могут делать то, что хотят. So it feels like the separation is slowly going away, but the separation between the different cultures. И ощущение такое, что разделение между разными культурами, оно постепенно уходит. We're still very distinct and specific cultures, but we have more capacity to interact. У нас все еще есть такие далекие разные культуры, но у нас больше способностей взаимодействовать. It's not so rigid Уже не настолько все жестко, like it used to be. как раньше. Another change that I see is people coming into Rosen now have often done other kinds of personal growth work. И еще одно изменение, которое я сейчас вижу, что люди, которые приходят сейчас в Розен, они до этого делали какую-то другую работу с собой. Maybe they have studied meditation, Может быть, изучали медитацию, they might have had some psychotherapy, или какую-то психотерапию проходили. they may have read books on these topics. Может быть, читали книги по этой теме. So there's a different base, То есть есть другая основа, and also many of the people are younger. и также много более молодых людей. Because when we were first starting, most of the students were 40, 50, and 60 years old. Потому что, когда мы только начинали, в основном студентам было 40, 50, 60 лет. Because they were nurses that had worked in hospitals for a long time. Потому что это были медсестры, которые очень долго работали в больнице. So now people are coming because of their interest, because they see a lecture demo, because they go to a workshop. А сейчас люди приходят в основном из своего интереса, потому что они видели демонстрации, лекции демонстрации или эту работу. They get Marion's book. И они могут купить книгу Мэри. Это облегчает обучение Does it тех студентов, которые сейчас вот ease таких? out the process of education, of training with the people who are coming now? Is it what? Is it easier to Easier. It's different. teach? Это по-другому. It feels like there is a shift in consciousness occurring. Чувствуется, что есть некое смещение, сдвиг в сознании. It's slow, but I feel it. Это медленно происходит, но я это чувствую.
It's hard for me to fully answer that because I come and go. I'm not here all the time to really see the development. И мне очень сложно ответить на этот вопрос, потому что я приезжаю и уезжаю. Я не нахожусь здесь постоянно, чтобы видеть развитие. I think you see it probably more directly than I do because you've seen the last 10 or 15 years. Мне кажется, может быть, ты это видишь более непосредственно, чем я, поскольку видела это в последние 10-15 лет. But I think that people are more able to become aware of their own inner process. Но мне кажется, люди сейчас больше способны осознавать какой-то внутренний процесс. I can remember in one of the first years when I was still working in the narcology hospital. И я помню самые первые года, когда я еще работала в наркологической больнице. We had a group of psychiatrists. У нас была группа психиатров. In a different training that I was also involved in. В различном обучении, в котором я тоже была вовлечена. And we had somebody there leading the circle for group therapy for the psychiatrist to have an experience. И у нас там был человек, который вел этот круг, чтобы был некий опыт для тех психиатров, которые были в обучении. And after 1 or 2 days, one of the psychiatrists raised his hand. И через 1-2 дня один из психиатров поднимает руку. Said, "What do you mean by feelings?" И спрашивает, а что ты имеешь в виду, говоря чувства? He had no training in therapy. У него не было никакого обучения в терапии. He was trained to work with severe mental illness. Он пытался работать с такими очень серьезными ментальными заболеваниями. And he was trained in a medical approach with medicines and treatments. И его обучали медицинским подходам in medical approaches and treatments. В лечении. So he hadn't been trained in any way to work with a therapeutic process. Поэтому его никаким образом не обучали, как работать с терапевтическим процессом. And I think many more people understand what that is now. И сейчас, я думаю, гораздо больше людей понимают, что это. I think 25 years is there's a big change there. Мне кажется, что за 25 лет здесь большая перемена произошла. Not everybody, but the people who get drawn to Rozen-metod. Но с людьми, которых привлекает Розен-метод. They have some idea about that. У них есть некая идея об этом. Очень много вопросов у студентов. Как ты видишь перспективы развития, цели существования школы, Розен-школы в России? There are many questions from students about how do you see the perspective of development of Rosen School here? То есть какой ты ее мечтаешь? Or what's your dream? How do you see it? What's my vision? Какое мое видение? The first and most important thing is to have certified Russian trainers, teachers. Первое, самое важное, это чтобы были сертифицированные российские учителя. Second is to have a stable financial base. Второе, чтобы была стабильная финансовая основа. So that we can function properly as a business. Так, чтобы мы могли функционировать правильно, как бизнес. As opposed to volunteer. Instead of being just mostly volunteer. Вместо того, чтобы быть просто каким-то добровольной организацией. So I'd like to see a stable business infrastructure for the school. И мне бы хотелось увидеть стабильную инфраструктуру, бизнес-инфраструктуру для этой школы. With all the information and everything very clear on the website and good communication. Чтобы вся информация была очень четкая и ясная на сайте, и чтобы было общение, сообщение. I think it would be really important to be able to have Rosen practitioners and trainers go to different parts of Russia and help create groups, training groups. И мне кажется, было бы очень важно, чтобы практики и учителя, и те, кто в обучении, могли бы ездить в различные концы России, чтобы... And they've done that in Gelendzhik and Petersburg and
there's the beginning of that. Уже такое происходило в Геленджике, в Санкт-Петербурге, то есть начало этого есть. And people are coming from other places like Nizhny Novgorod. И люди приезжают из разных мест, как Нижний Новгород. So I think it would be great if the school could really support the expansion of Rozen-metod in different parts of Russia. Мне кажется, было бы здорово, если бы школа могла поддержать расширение розен-метода в разные части России. But it's a lot of work. Но это много работы. And it's expensive. И это дорого. So it's not easy. Это непросто. I would also like to see the Russian school more connected with the other European schools. Также мне бы хотелось, чтобы русская, российская школа была больше соединена с другими европейскими школами. I think there's a close relationship with the Finnish school. Мне кажется, здесь близкие отношения с финской школой есть. But there's also school in Germany and England and Denmark and other places, and it's so much easier to go to places in Europe than to come all the way to the United States. Есть много мест, где есть школы в Германии и в Англии, In Denmark. и в Дании. И мне кажется, гораздо проще доехать куда-то в Европу, чем сюда. So I'd like to see more exchange Мне бы with хотелось Europeans. видеть больше какого-то обмена с европейскими. Lotte comes from France. Лотти из Франции приезжает. I'd like for more of the Russian community to be able to participate in the global congresses. Мне хотелось бы, чтобы российское сообщество больше участвовало в глобальном конгрессе, в Всемирном конгрессе. For us to find the way to support people financially to be able to go. И чтобы мы могли найти способ, как поддержать людей финансово, чтобы они могли поехать. Because it's really interesting to have people from all different parts of the world who all share Rosen being in one event. Потому что очень здорово видеть из разных стран участников розен-сообщества, которые делают эту работу на одном каком-то событии. Oh, one other thing И too. еще одна вещь. I really want to have a lot of movement teachers. Я хочу, чтобы у нас было очень много учителей по движению. Because I think even more than the body work, the movement can go anywhere. Потому что, мне кажется, даже больше, чем работа с телом, движение может в любое место пойти. Anybody can move. Каждый может двигаться. And not everybody's going to be interested in body therapy. И не все могут быть заинтересованы в телесной терапии только. Вот это как раз вопрос, может ли интенсив, розен-интенсив быть не только обучающим, но и более широко применим для личностного роста, то есть привлекать людей, которые заинтересованы не только в обучении. So this is the question: can a Rosen intensive be an event that can attract not only the people who want to train Rosen in Rosen-metod, but also for a personal growth? We were talking about that in our teachers' meeting. It's an issue for many schools. Мы говорили об этом как раз на учительских встречах, и такая тема есть во многих школах. With other teachers and other school people, we've been talking about the possibility of having Rosen retreats. Мы во многих школах и со многими учителями говорили о возможности создания неких ретритов. Where people can come and do Rosen, and it's just because they want to have some days for their own growth and their own development. И люди могут поехать туда и делать розен, и это будет только для их собственного роста и для них самих. That they aren't making a commitment to professional training. И там они не должны давать обязательства, что будут в профессиональном тренинге находиться. So the teachers and I are talking about that. Can we create some kind of a structure where once or twice a year we have a Rosen event that it is Rosen, but it doesn't necessarily have as much teaching. И мы как раз с учителями обсуждали такую возможность, чтобы, например, пару раз в год делать такие события, где действительно происходит розен, но там не так много обучающего компонента. I
think it would be great. Мне кажется, было бы здорово. It's just like people go for a yoga retreat or a meditation retreat just for themselves. Это так же, как люди ездят на ретрит по йоге или медитационный ретрит только для себя. We could have Rosen retreats. У нас могут быть розен-ретриты. And if people come to several of those over time and they decide they want to get trained, then they can come into the training program. И затем же, если человек несколько раз посетил такой ретрит и затем решил, что он хочет обучаться, он может пойти обучаться. Yeah. So it's an idea. It doesn't exist yet, but it's. Это такая идея, пока еще это I не think существует. it's a way of understanding that that's the need of some of the people who are coming to the training. Мне кажется, это мы просто понимаем потребность некоторых людей, That they come to the training, которые приходят на обучение, but they don't really want training. но они на самом деле не хотят They want to go обучения. inside. Они просто хотят They идти внутрь. want a healing modality. И им нужна какая-то исцеляющая модальность. Okay. Вопросов еще очень много, но я чувствую, время мы уже перебрали. Still many questions, but I И think тогда у we're меня out of один time. последний вопрос. Okay. One last question. Некоторое количество времени назад ходили слухи среди студентов, For a while ago, Что? there were some rumors что ты собираешься among жить students в Москве, ну, хотя бы that какое-то you're большое gonna время в live году. in Moscow for quite a long period of time in a year. No. What I said was sometime I would like to live in Moscow for 6 months or a year. Нет, я просто говорила, что я хотела жить в Москве как For 6 months or a year. на полгода или год, But I can't do that while I still work full time но because I have a business. но я не могу этого сделать, потому что я все еще работаю полное время, у меня есть бизнес. So I said, when I've retired, Или я сказала, когда я уйду на пенсию, maybe in 10 years, something like that. может быть, через 10 лет, Because I have a business that I have to. It will die if I'm not there. потому что у меня там бизнес, он умрет, если меня там не будет. Because I work as a financial advisor, Потому что я работаю как финансовый советник. and I don't have the flexibility to leave. И у меня нет такой гибкости уезжать. The most I can ever be gone is 2 weeks, Самое большее я могу уехать на 2 недели. and that always causes a lot of disruption in the business, just even 2 weeks. И даже вот эти 2 недели, они очень сильно влияют, подрывают этот бизнес. But since I've studied Russian since I was 17 years old, Но когда я стала изучать русский с 17 лет, and then, many years later ended up working in Russia, и потом уже через много лет я себя обнаружила работающей в России, I would like the opportunity to sometime live in the culture so that I could become fluent in Russian, because I kind of half speak Russian. и мне хотелось бы, чтобы у меня была такая возможность когда-то, чтобы я могла здесь жить, окунуться в эту культуру и быть вот такой вот совсем свободной в русском, потому что я как бы наполовину пока русская. I can't practice in Walnut Creek. И I can't practice. Russian in Walnut Creek. I don't speak Russian in Walnut Creek. That's where I live. In Walnut Creek. Ага, Walnut Creek. Это город, где Да, это мой Мэри Кей город. живет. В Калифорнии. Это в Калифорнии. В общем, там по-русски не говорят, и я там по-русски говорить не могу. So it would be something that would be interesting for me. Поэтому это будет для меня интересно. I would also enjoy being a part of the Rosen community when I'm here. И мне бы Of course. хотелось, конечно, быть частью розен-сообщества, пока я здесь буду. And by that time I may be too old to ever become fluent in Russian. И, возможно, к тому времени я буду уже совсем старой и не смогу быть совершенно свободно говорить по-русски. But it just seemed like whatever the karma is, Ну, просто какой бы ни была карма, why I have so much of a connection with this country, I don't know. почему у меня так много соединений с этой страной, But я не знаю. But I obviously have a deep Но connection. очевидно, что у меня глубокое Yeah, соединение. I've been to Russia, I think 115 times now. Мне кажется, я уже 115 раз в Россию приезжала. So
there's something there. Что-то там есть. You know, I can have all kinds of hypotheses, У меня могут быть разные гипотезы. but I don't know. It Я just не is. знаю, просто так есть. So here I am. Поэтому я вот здесь. Thank you. Спасибо. Ну и, может быть, там 2 слова Oh, Maybe a okay. couple of words студентам, которые for the students. приходят, новые студенты, они ничего еще не Новые? знают. New students and the students that don't know anything about. Для них сейчас существует школа такая, какая существует, они приходят и So the school exists the way it exists right now, and they come here. ты для них как то, что несет в себе Розен. A person who brings Как для Rosen тебя была in Мэри Розен, так для российской школы in ты. yourself. Like Mary Rosen Что бы was ты for you, so you are the same quality. for Well, I'm the that person. founder. Ну, я основатель, Duh, I understand. я понимаю. So, what to say for people who are just coming to Rosen now То есть- and then in the future? Что сказать тем студентам, которые только сейчас приходят в Розен и придут в будущем? That's the question. В этом вопрос, да? Well, I would say be curious, Я бы сказала, будьте любопытствующими, be open, будьте открытыми, be patient, будьте терпеливыми, because it's not easy to learn. потому что это не просто обучаться. It takes time, Это занимает время, and it can go very deep. и это может пойти очень глубоко. Some of the deepest experiences in my life have been during Rosen sessions. Одни из самых глубочайших переживаний в моей жизни случались на розен-сеансах. And it definitely was a part of my personal growth. И точно это явилось частью моего личного роста. And what I find in the Rosen School is a community И то, что я обнаружила в розен-школе, это сообщество of people who genuinely care about each other. тех людей, которые искренне заботятся друг о друге. You know, many of them have been involved for many years, Многие из них здесь вовлечены много лет. and so there's a commitment from the heart, И есть какое-то обязательство из сердца. and I have a deep respect for that. И у меня к этому глубокое уважение. I think that's part of why I continue to be involved. Мне кажется, частично из-за этого я продолжаю вовлекаться. And I think it will open doors. И мне кажется, это откроет двери. It has an impact of creating awareness. Здесь есть часть, которая помогает создавать осознанность. That's really what Rozен-метод is, just deeper and deeper awareness. Именно об этом и есть розен-метод. Это более и более глубокая осознанность. And if somebody's interested in that, this is one path. И если кому-то это интересно, это один путь из. Not the only, but Не one. единственный, но один из. And it's gentle, И он мягкий, but deep. но глубокий. So, I welcome you all. Поэтому я вас всех приветствую. Yes. Okay. Спасибо. Не, я сейчас все